Итак, здравствуйте, дорогие друзья, любители серебряных монет, коллекционеры и нумизматы. Сегодня у нас очень редкая монета на обзоре. Она пришла ко мне недавно, буквально сегодня. Очень редкая монета от Royal Mint. Это монета Британия 2026 года. Начнем, как всегда, с самого основного. Это ее коробочки. Коробка, как видите, выполнена в типичном британском стиле, с тиснением, с логотипом Royal Mint, надписью. Ну, здесь как бы полный стандарт, ничего такого особенного нету. Обычная коробочка. Немножко они, конечно, изменили дизайн, она теперь просто футляр вставляется в нее сбоку. Не открывается, как обычно, а вставляется футляр сбоку. Итак, вымем футляр из коробки. Он плотненько так заходит. Итак, что мы видим? Мы видим футляр с логотипом Royal Mint. Строго выполнен. Тоже матовое покрытие футляра. Немножко изменили они. Раньше они были квадратные, теперь они немножко так закруглили края и сделали его сверху немножко мягеньким. Ну, все строго и по-классически. Ну что ж, перейдем к самой монете. Британия 2026 года. Ну, скажем так, это символ несгибаемой силы и вековых традиций этой монеты. Ну что ж, откроем. Ну, здесь мы видим, как всегда, сам сертификат. Сразу номер монеты вам скажу. Тираж этой монеты 3000 штук. И порядковый номер этой монеты 1023. Вы сами видите. В середине сертификата и технические характеристики. Это 2 фунта стерлинга, проба 999, 1 тройская унция. Указан, кто разрабатывал аверс и реверс. Аверс разрабатывал Мартин Дженнинс, а реверс Эмили, сейчас вам точно скажу, Эмили Дастер. Ну что ж, перейдем дальше. Здесь у нас небольшая нотатка к самой монете, вы видите. Британцы любят делать такие вкладки к монетам. Здесь полностью описание. Вы можете прочитать и перевести историю монеты. Тут все на английском языке.
Ее полностью история, откуда, что произошло, когда и как. Ну, сейчас в обзоре я вам немножко расскажу, что здесь написано о самой монете. Сейчас мы ее посмотрим. Сама монета также находится в ложементе. Ложемент сам бархатный. Все классически. Теперь извлечем саму монету из ложемента. И взглянем на саму монету. Ну что хочу сказать. Начнем, наверное, мы опять-таки с аверса. Аверс довольно-таки примечательный. Делал аверс художник Мартин Дженнингс. Вы видите, монета является пруф. Темное озеро. И на фоне темного озера вы видите портрет Карла III. Посмотрите, какой пруф, какое глубокое темное озеро. Шикарный пруф. Сейчас я вам покажу немножко поближе сам портрет. Итак, вы видите сам портрет, выполненный Мартином Дженнингсом. Очень хорошая проработка самого портрета. Посмотрите, как он проработан. Просто шикарно. Виден каждый волосок. На лице видны, на бровях, волосинки, все изгибы кожи. Очень красивый и детальный портрет. Глубокое темное озеро. Этим славятся англичане. У них очень качественный пруф. Ну что ж, а теперь перейдем к нашему реверсу. Гурт у этой монеты также, ну, обычный классический ребристый. Номинал монеты, она является эмитентом Англии. Номинал монеты 2 фунта стерлинга. Ну и год выпуска 2026. Это монета 26 года. Пришла она ко мне сегодня, пополнила мою коллекцию. Очень редкая монета. Досталась она мне, скажем так, очень тяжело. Она была всего в продаже пару дней. Сейчас в данный момент у дилеров, что в Англии, что в Европе, она отсутствует в продаже ввиду своего маленького тиража. Тираж этой монеты всего 3000 штук. Это очень мало для всего мира. Прекрасно выполненный портрет. Ну что ж, перейдем теперь к реверсу этой монеты. Реверс тоже очень примечательный, и мы его разберем детально. Итак, реверс. Что мы видим на самом реверсе?
надпись «Британия 2026» и саму Британию. Ну что ж, начнем немножко исторического рассказа, пока вы разглядываете монету, как она выглядит. Немножко истории об этой монете. Итак, перед нами не просто монета, а воплощение истории. Сама монета, сама Британия и ее изображение на монете, это впервые она появилась на монетах при императоре римском Адриане, когда он завоевал Британию, Германию. Тогда и появилось первое изображение на монетах женщины, впоследствии Британии. Вот с тех пор она присутствовала на монетах и отражала дух времени. И при Елизавете I она стала матриархом морей, вдохновляющим флот на защиту острова, то бишь Британии. Всегда люди как-то спрашивают, почему Британия изображена вот в шлеме и с трезубцем. Интересный, конечно, вопрос. Вы сами видите, что она находится в шлеме, у нее есть щит на щите. Мы видим флаг Великобритании, трезубец в руках. Итак, почему же все-таки шлем? Почему же все-таки трезубец? Многие задают этот вопрос. По некоторым справкам историческим, это, скажем так, богатое наследие античности Британии. А шлем является атрибутом богини Афины. Символизирует он мудрость и готовность к защите. И это знак того, что она не просто воин, а мудро защищает свой народ. То бишь она является защитницей своего народа. Что касается трезубца, в паре со шлемом он идет всегда. Трезубец Посейдона. Это символ неоспоримого морского могущества и статуса владычицы морей. Сегодня, в 26-м году, Королевский монетный двор открывает новую главу этой легенды. Дизайнер Эмили Дамстер работала над этим портретом. Прекрасный портрет, очень, скажем так, хорошо выполненный. Она изобразила Британию на скалистом берегу. Сильный ветер дует ей в лицо и развивает ее волосы. На море вы видите шторм. Волны бьются о скалы, вы видите даже брызги. Очень хороший портрет. За
Британии мы видим маяк. Ну, я так думаю, что это, скорее всего, на возвышении там маяк. Это стоит он на скалах среди бушующих волн. Это, скорее всего, маяк Саут-Портленд, расположенный на знаменитых белых скалах Дувра. Я думаю, это он. Что он указывает? Он указывает, что даже среди таких невзгод, штормов, он всегда указывает верный путь. Ну, в наше время тяжелое показывает и сложное. Правильный путь в современности. Это тоже связывает нас немного с современностью. Ну и что самое примечательное, если вы присмотритесь, особое внимание нужно уделить вот под британским щитом у Британии. Мы видим надпись Majesty, Jesting and Peace, что в переводе с английского «Величие, правосудие и мир». Ну, чем примечательна эта монета, что ей на ней есть эта надпись. И эта надпись относит нас к Винстону Черчиллю. В 1941 году он выступал с речью перед американским сенатом, и в его речи были эти слова. В данный момент эти слова перенесены на монету художницей. Это, так скажем, очень примечательная вещь, очень историческая. Слова взяты именно из обращения Черчилля. Он тогда сказал, в тот переломный момент мировой истории Черчилль провозгласил эти слова именно в американском конгрессе, что очень повлияло на американский конгресс, ну, впоследствии и историю, исторические слова. Ну, а сейчас, я думаю, эти слова звучат с новой силой. Что еще хочется отметить? Монета выполнена в качестве пруф. Вы видите, какая на фоне глубина черная. Как прекрасно все выполнено. Ну, англичане всегда славятся своими пруфами. Это однозначно. Даже вы видите, моя перчатка попадает в край монеты, и она как зеркало отображается на монете. Прекрасный матовый рельеф самого рисунка монеты Британии. Ну, сам аверс, конечно, украшен портретом короля Карла III. Вы видите тоже, какой глубокий пруф, блеск.
Шикарная монета. Насладитесь этой монетой. Ну, что можно сказать еще об этой монете? Особый статус этой монете придает то, что все монеты такого класса, пруфы, они проходят испытание, называется испытание Пикса. Это испытание монеты английские, которые несут в себе историю, проходят с 1282 года. Собирается специальное независимое жюри, которое проверяет точность веса и чистоту металла, что, соответственно, гарантирует высочайшие стандарты. Также ценность этого, конечно, изделия подчеркивает его редкость, потому что тут только 3000 экземпляров. Это тоже очень мало. Каждая монета из этих сопровождается своим личным номером и сертификатом подлинности, который лично подписывает глава Королевского монетного двора Н. Джессоп. Давайте поближе попробую вам приблизить эту монету, чтобы вы ее лучше рассмотрели. Прекрасная монета, прекрасно выполнена. Чувствуется в монете движение. Шторм, как волны бьются о скалы. Мы видим справа брызги. Все очень красиво выполнено. Редкая монета. Я надеюсь, вам доставило удовольствие просмотреть эту монету. Не каждый день мы видим такие экземпляры красивые. Портрет. И еще раз видим аверс, вернее реверс этой монеты с самой Британии. Ну что ж, положим монету в ложемент. Что хочется сказать, монета очень редкая. Изображение этой монеты вы, наверное, все знаете, как выглядит бульон в Британии. Он выглядит, фактически каждый год. Он имеет один и тот же вид, только меняется год в основном, и все. Здесь же британцы отошли от своего стандарта. Это изображение только 2026 года. Больше оно нигде не будет повторяться. Чем
И примечательна эта монета. Это изображение только в пруфе и только 2026 года. Больше вы этого ни на какой монете изображения не увидите, ни в следующих годах. Тобто это является историческим фактом. Ну и конечно, что над монетой работала американская художница. Это тоже придает ей веса и значения. Не только в Европе, но и на североамериканском континенте. Монета будет пользоваться огромным спросом. Как я уже и говорил, в данный момент она уже отсутствует у всех крупных дилеров. Так что по факту вы сейчас видели эксклюзив, который можно купить или у перекупщиков за 2 цены, ну или встретите через 2-3 года на каком-нибудь аукционе. Купить ее уже у дилеров просто невозможно, ее уже нет. Ну что ж, надеюсь, вам понравился обзор этой монеты. Я не буду затягивать, как в первом обзоре. Закроем наш футляр. Надеюсь, вы бы хотели иметь эту коллекцию, вернее, эту монету в своей коллекции. Подписывайтесь на канал. Еще будет много очень интересных новинок и редких монет. Ставьте лайки этому видео. Это подстегнет меня быстрее выложить новые монеты, чтобы вы посмотрели. У меня еще много очень редких монет, которые бы можно было посмотреть, узнать их историю. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти видео. Всем удачи! Ждите новых видео.